Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик рядом со словом «подписка», чтобы не пропустить новые видео и сообщения, которые будут приходить с моего канала. Итак, перед вами вот такая схема. Схема вязания небольшого платка, косынки, банданы, или можно связать, если связать большое полотно, получится у вас шаль, бактус, ну, то, что вы захотите. Посмотрите, пожалуйста, это схема филейного вязания. Я ее взяла из журнала. Те, кто знаком с филейным вязанием, вам будет просто разобраться в этой схеме. А те, кто не знаком, я сейчас поясню вкратце, что это такое. Итак, филейное вязание – это вязание по клеткам. Вот как вышивка крестиком, только здесь, когда вы вяжете, вы клеточку заполняете не крестиками, а столбиками с одним накидом. И причем в каждой схеме различное количество столбиков. Вот для вязания по этой схеме нам предлагают одну клетку заполнять 2 столбиками. Итак, вот посмотрите, белые клетки – это пустая клетка. Вот она, пустая клетка, то есть не заполненная. Крестиком обозначена 1 заполненная клетка, 2 столбика с накидом. Каждый ряд заканчивать одним дополнительным столбиком с накидом. Начало вязания вот здесь, где обозначен первый ряд. И причем первый ряд мы вяжем из одной клеточки. Так как у нас одна клеточка – это 2 столбика с накидом, то, посмотрите, но у клеточки же есть грани, правда? Поэтому вот она, одна клеточка у вас будет. Вот эта грань, так? Вот это заполнение, а вот это уже грань следующей клеточки. Поэтому вот она, клеточка ваша будет. И самое начало мы вяжем именно вот такую клеточку. То есть вяжем 3 воздушные петли и 3 петли подъема. Дальше вяжем 1 столбик с накидом и еще 1. Это будет ваше начало. Вот здесь вот. После того, как это провязали, вязание переворачиваем, и мы должны связать уже вот такой ряд. Как здесь увеличивать клетки вправо и влево? Для того, чтобы получился вот такой ровный край, а он именно такой и должен получиться, мы в этих крайних петлях, которые вот здесь у нас остались, так, мы должны провязать в каждую петлю 3 элемента. То есть, поворачивая, вяжем 3 воздушные петли подъема в одну петлю основания и 2 столбика с одним накидом. Потом 1 воздушную петлю, пропускаем 1 воздушную петлю предыдущего ряда и снова в крайнюю петлю вяжем 3 элемента. 2 столбика с одним накидом, и 3-й столбик будет заключительный. Вот здесь у нас будет конец 2-го ряда. Тут он закончится. И вот посмотрите следующий ряд. Но здесь важно что? Важно внимательно смотреть схему, потому что здесь вот, например, 2 заполненные клетки, 2 пустые и 1 заполненная. Причем по краю у нас идут только заполненные клетки. То есть весь край справа и слева вы всегда будете вязать вот таким образом. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь хорошо видно. То есть в одну петлю основания будете вязать 3 элемента. И таким образом у вас сформируется край. Ну и с этой стороны то же самое. Вот видите? Вот так. Очень важно внимательно смотреть схему. Еще раз повторю эту фразу. Для того, чтобы не ошибиться, какой ряд вы вяжете, вы можете взять линейку, либо какую-то полоску бумаги. И когда провязали ряд, вы его закрываете. Провязали 9 рядов, вяжете 10. Вот, закрываете 9 рядов, вяжете 10. И так далее.
И таким образом вы не ошибетесь. Я сейчас довязала до самого края. Вот у меня получилось такое полотно. Но оно довольно-таки маленькое для того, чтобы быть косынкой, банданой или бактусом. Оно довольно еще маленькое. То есть мне нужно вязать дальше. Но посмотрите, здесь такой замысловатый узор, что вот эти треугольники, они как бы поворачиваются, да, на рисунке. Вот этот треугольник своим прямым углом смотрит влево, этот треугольник тоже влево, а в этом ряду, обратите внимание, вот этот ряд, который я сейчас обвожу, все треугольники смотрят прямым углом вправо. Вот в этом ряду все треугольники смотрят прямым углом влево. Посмотрите, несмотря на то, что они перевернутые, но они все прямым углом смотрят влево. Ну и, соответственно, здесь вот этот ряд тоже прямоугольники смотрят все вправо. Таким образом, узор можно разбить на сегменты. Вот этот сегмент, вот этот как бы условно возьмем ряд из треугольников. Причем каждый ряд из треугольников состоит из 6 клеточек. Вот 6 клеточек. В одном ряду из треугольников все они смотрят прямым углом в одну сторону. В другом ряду все они смотрят в другую сторону. Вот этот ряд у меня связан. Вот здесь я закончила. Связан вот этот ряд. И все треугольники у меня смотрят прямым углом в эту сторону. Видите? Соответственно, следующий условный ряд треугольников я буду вязать таким образом, чтобы они прямым углом смотрели в другую сторону. Итак, вот я здесь остановилась на уголочке. Сейчас я вам покажу, как я вяжу. Но я покажу те приемы, которые я использую. Начало ряда, 3 воздушные петли подъема и в одно основание еще 2 столбика. 2 столбика с одним накидом. Вот так. Затем делаю свободную клеточку. Свободная клеточка — это у нас воздушная петля и столбик. Следующая клеточка тоже будет свободная у меня. Я просто показываю приемы вязания. Я не буду показывать, как связать этот платок целиком. И в конце, когда я его уже сделаю, я вам покажу. И вот посмотрите, так как у меня в предыдущем ряду из треугольников треугольники смотрели в эту сторону, то сейчас я вяжу треугольники, которые прямым углом смотрят сюда. Соответственно, вот здесь будет прямой угол, а здесь я буду убавлять на одну клеточку. И есть еще особенность, что когда основу треугольника провязали, то в следующем ряду именно вот здесь вот, в этой клеточке, будет начало другого треугольника. И поэтому сейчас я эту клеточку буду заполнять. Вот так. Вот так. Вот так. Это начало следующего треугольника. А здесь убавлю на одну клеточку. И провяжу пустую. Вот так. И, соответственно, до конца вот этого треугольничка буду вязать столбики с одним накидом.
вот таким образом. Вот так. И так далее будет формироваться узор. Есть еще одна особенность. Для того, чтобы край сделать более эластичным, вы можете вот эти воздушные петли подъема, которые используете в начале ряда, их делать более длинными. Ну, не сильно длинными, все в меру должно быть. И в конце ряда можете провязывать столбик не с одним накидом, а с двумя. И тогда будет у вас край более эластичным. В конечном итоге такую бандану, такой платок можно обвязать, допустим, каким-то волнистым краем. Можно оставить без обвязки, потому что вот он и так уже смотрится хорошо. Только вот эти ниточки, да, хвостики обязательно нужно будет заправить. В принципе, такое полотно не требует никакой обвязки. Здесь и так все вполне достаточно. Вот. Можно только обвязать каким-то, может быть, ну, таким волнистым узором, а можно вообще оставить без обвязки. Вот такое полотно, которое я хотела вам сегодня показать. Ссылочку на схему этого узора я помещу под этим видео. Надеюсь, что мое объяснение вам понятно, и вы сможете по этой схеме связать себе платок или косыночку своим внучкам, дочкам. Надеюсь, что у вас все получится. Всего вам доброго.